Все женщины, когда слышат диагноз миома матки, испытывают страх, панику, тревогу. И это оправдано. Потому что появился реальный риск потерять этот очень важный для женщины орган и потом всю жизнь чувствовать себя в какой-то степени ущербной и выпотрошенной. Но сейчас вы смотрите это видео и сможете сохранить свою матку, свою женственность на долгие годы. Смотрите это видео до конца. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Чтобы расставить все точки над «ё», давайте разберемся, что же такое миома на самом деле. Миома – это доброкачественная опухоль. Доброкачественная. Она очень распространена у женщин репродуктивного возраста от 35 до 50 лет примерно. И среди всех гинекологических заболеваний миома матки занимает примерно до 25% от всех заболеваний репродуктивных органов у женщин. Смотрите, миома матки – это доброкачественная опухоль, и это уже позитивная информация. Значит, вам не нужно тратить нервы, деньги и здоровье на химиотерапию и прочую отраву. А еще у вас есть время для изменений в своей жизни в лучшую сторону, в благополучную сторону своей жизни, когда миома останавливает свой рост и уменьшается. Как появляется миома? Ну, смотрите, в силу различных причин в толще мышцы появляется маленькая мышечная клеточка, которая начинает активно делиться и расти. Опять-таки, в силу тех или иных причин этот узелок начинает бесконтрольно расти, если есть благоприятные условия для этого развития. Благоприятные условия для развития миомы матки – это токсичный образ жизни, мысли и действий в жизни женщины. В результате, со временем, образуется узелок хаотично расположенных мышечных волокон. Также там могут быть и соединительно-тканные волокна. Это и есть миома матки. Сгусток волокон, узел. Будет ли он расти, зависит только от вас. Эти узелки могут быть разные по своим размерам, от нескольких миллиметров до больших размеров, которые могут весить до нескольких килограммов. Считается, что основной причиной появления и роста миомы является гормональный дисбаланс. Но сейчас внимание. Почему-то все умалчивают, что у гормонального дисбаланса тоже есть свои причины. Об этих причинах я подробно рассказываю на онлайн-вебинаре, на который вы можете записаться по ссылке под этим видео. Смотрите, миома матки растет, когда женщина находится в активном репродуктивном возрасте от 30 примерно до 45 лет. В том возрасте, когда она может родить малыша, реализовать свое материнство или наоборот, хочет просто жить, наслаждаться жизнью без мыслей об операции или еще того хуже, удалении органа. Того органа, который женщину делает женщиной. А перестает расти миома, когда у женщины гормональный фон снижается, и она вступает в период менопаузы и климакса. И на этом фундаменте построено медикаментозное лечение женщин и с миомой матки, и с эндометриозом, и с другими проблемами, которые есть в репродуктивных органах у женщин. То есть смотрите, какое интересное лечение предлагается вам. Это введение красивой, сильной, имеющей большие цели женщины в искусственный климакс с плачевными последствиями в будущем, с отсутствием возможности стать матерью, стать желанной для любимого мужчины, стать, наконец, мудрой и наполненной женщиной. Однако забегу вперед и скажу, проведя не одну сотню консультаций, очно и онлайн, тысячи остеопатических сеансов в кабинете, я видел своими глазами, как у женщин миома останавливала рост, у многих она уменьшалась, многим удалось избежать операции, некоторые смогли забеременеть и родить ребенка. Почему появляется
сейчас мы разобрали. А вот почему растет? Основными факторами для развития и роста миомы матки является, как я говорил, нарушение гормонального обмена, лишний вес или нарушение жирового обмена, что одно и то же. Потому что жировая ткань тоже является гормонозависимым органом и продуцирует эстрогены. И знаете что? Я заметил, что женщины, которые живут в больших городах, имеют миому матки намного чаще, чем у женщин, которые живут за городом. Потому что основной причиной гормонального сбоя и появления дальше миомы, да и всех других проблем с репродуктивными органами у женщин, является стресс. Хронический, долгий, неосознаваемый ею стресс. А также еще добавляется неправильное питание с гиподинамией. Все женщины, которых я консультировал и консультирую сейчас с миомой матки, имеют ту или иную степень невроза. И в этом невротическом состоянии они живут долго, годы и десятилетия. Задумайтесь об этом. Вот из-за этого внутреннего напряжения нет возможности адекватно взглянуть на мир, на саму себя, изменить питание, убрать гиподинамию с ее постоянной тревогой, с мыслями о чем угодно, только не о своем благополучии и счастье. Также эта доброкачественная опухоль является еще генетически предрасположенной. Например, если у вашей мамы, у бабушки было такое образование, то вероятность его повторения у вас всегда присутствует. И еще, если у мамы это появилось примерно в 45 лет, то вероятность появления у дочки будет гораздо раньше, на десятки лет. Это примерно в 30-35 лет. И важно, узлы не обязательно будут у женщины. Это только предрасположенность к появлению узлов на матке. И их может быть вообще не быть, даже если у родителей были. Но если вы будете жить по моделям и жизненным стратегиям мамы, бабушки, друзей, подруг, то, конечно, вероятность появления опухолей увеличивается. Это и есть психосоматика. Но если вы будете делать осознанные действия к здоровой и осознанной жизни, то появление миомы крайне низкое. Хочу сказать, что сейчас миома матки очень помолодела, потому что хорошими факторами для роста миомы является гормональная контрацепция, в том числе прием оральных контрацептивов, комбинированных оральных контрацептивов в целях лечения. И это еще любые операции на матке. Например, аборты, раздельное диагностическое выскабливание, да и другие различные операции на женских половых органах. Какие бывают миомы? Смотрите, миома матки может быть одна, единичной. То есть может быть у женщины всего лишь один маленький узелок, а может быть множественной. Это много узлов, или больших, или маленьких, в разных частях матки. По расположению узлы бывают субсерозные. Это когда узелок растет в брюшную полость, находится снаружи матки. Может быть узелок интерстициальный. Это значит, что он расположен внутри мышечного слоя матки. Узелок может быть и субмукозный. Это не очень хороший рост узла, когда узел растет в саму полость матки. Иногда встречается более редкое расположение мышечных узлов, когда они расположены в шейке матки и в связочном аппарате матки. Что должно насторожить женщину и какие появляются жалобы, чтобы она пошла на обследование? Могут появиться обильные кровянистые выделения между менструациями. Сама менструация может становиться более обильной, более длительной и сопровождаться большой кровопотерей. Также женщина может испытывать чувство тяжести, давление на низ живота. Иногда женщина живет так, что подсознательно наказывает саму себя. Она неосознанно решила свою жизнь и судьбу пустить на самотек. И опухоль растет и достигает больших размеров.
И дальше могут появиться проблемы со стороны соседних органов. Со стороны прямой кишки – это запоры, проктиты. Со стороны мочевого пузыря. Из-за этого более частые позывы к мочеиспусканию или наоборот, затруднение мочеиспускания и постоянные циститы. В этом случае, как вы понимаете, поможет только оперативное вмешательство. Хотя у женщины была возможность сохранить орган, остановить рост миомы и стать счастливой. Иногда женщина может чувствовать слабость, быструю утомляемость. Тогда, естественно, необходимо проверить общий анализ крови, потому что есть миомы, которые, как я говорил, сопровождаются обильными кровотечениями, и дальше развивается анемия. Такие миомы называются симптомными, то есть даже имея небольшой по размерам узел, который расположен субмукозно, могут быть осложнения гораздо больше, чем от другого узла, который вырос тоже до больших размеров. Чаще всего миома протекает бессимптомно. Она может быть находкой на ежегодном осмотре у гинеколога. Сначала это шок и сильный стресс для женщины, а потом начинаются хождения по мукам. Хождение с нервотрепками, с очередным стрессом и негативными мыслями, а врачи запугивают все больше и больше. Потом собирается анамнез, уточняется менструальная функция у женщины, количество кровопотери, сколько дней идет менструация. Затем врач проводит осмотр на кресле. Во время осмотра доктор сопоставляет размеры матки в норме и размер матки, который может быть при миоме. Появляется ли бугристость, нарушается ли сама подвижность органа. Сейчас самым распространенным методом постановки диагноза считается ультразвуковое исследование. Во время осмотра на УЗИ могут быть видны даже 5-миллиметровые узлы. А сейчас я дам вам ценный совет. Чтобы стопроцентно подтвердить диагноз, сходите к 3 разным специалистам УЗИ. И при этом не говорите им, что у вас есть миома или какая-либо другая патология. И если 3 врача подтвердили наличие миомы, то на 99% скорее всего, что она есть. И знайте, что размеры могут отличаться у 3 разных специалистов. Иногда для уточнения диагноза проводится более точное обследование, например, МРТ. Какое лечение? Лечение во многом зависит от возраста женщины, от того, планирует она рожать или нет, от наличия тяжести тех или иных симптомов при миоме матки. Первое, что предлагает наша медицина, это ждать. И я с этим не согласен. Тем более, если женщина планирует беременность или хочет просто быть здоровой, то, естественно, имея здравый смысл, вы понимаете, что здесь ждать не нужно. Здесь нужно действовать и начинать применять естественные методы остановки роста и уменьшения миомы матки. Те методы, которые помогли уже сотням женщинам, и я видел это много раз я это видел. Иногда предлагается гормональное лечение, о котором я говорил чуть выше. Согласитесь, интересная тактика лечения – подождать, пока миома вырастет и появятся болезненные симптомы. Согласитесь. А если есть жалобы на частое и обильное кровотечение, то женщине сразу предлагают оперативное вмешательство. И чаще всего это полное удаление матки как ненужного для женщины органа. Если у женщины обнаружена миома матки, и она ничего не делает для того, чтобы она не росла, не делает, чтобы уменьшалась, и по УЗИ миома растет, то, скорее всего, рано или поздно придется ложиться под скальпель и удалять свой самый важный женский орган. Размеры матки при миоме сопоставляются с теми размерами, которые соответствуют увеличению матки во время беременности. И если миома растет со скоростью примерно 3-5 недель в течение года, то этот рост считается быстрым.
И если при этом есть сдавление внутренних органов, обильное кровотечение и уже диагностирована анемия, то тоже ставится вопрос об оперативном вмешательстве. А если женщина вырастила огромную миому больше 12 недель, то это показание для удаления органа. А если узел на ножке и направлен в брюшную полость, и если есть перекрут, и женщину при этом беспокоит боли, то это уже показание для экстренного оперативного вмешательства. Будьте внимательны, дорогие женщины. Иногда узлы, которые растут в полость матки, бывают на ножке. Они могут перекручиваться и опускаться в шейку матки. Появляется фиброматозный узел. И если он большой, то это тоже операция. Поэтому лучше до этого не доводить. Если все-таки миома выросла до больших размеров, или она на ножке, и есть болезненные симптомы, то лучше всего искать врача, который сможет сделать консервативную миомэктомию. Это когда сохраняется орган. То есть врач будет стараться убрать только узлы, оставив матку внутри женщины. Если узлы растут в брюшную полость, то делается лапароскопическая операция с минимальным количеством разрезов на брюшной полости. А если узел растет в полость матки, внутри матки, то доступ будет через влагалище. Это называется гистероскопия. Многие женщины боятся, что миома может стать злокачественной. Я хочу вас успокоить. Миома никогда не становится злокачественной опухолью. И по статистике это меньше 1% женщин с миомой матки. Вероятность заболеть раком у женщины, у которой нет миомы матки, и у женщины, у которой есть миома, одинаковая. Поэтому расслабьтесь, прямо сейчас расслабляйтесь, все у вас будет хорошо. Что нужно делать, чтобы миома матки не росла? Не росла и начала уменьшаться. Но в первую очередь помните, что миома матки – это не приговор. У вас всегда есть возможность сохранить ее до самой старости, особенно если она еще не очень больших размеров. Сотни женщин сохраняют матку, беременеют и живут полной жизнью. Да, естественно, нужно изменить образ жизни, пересмотреть питание, начать принимать специальные лекарственные травы, добавить физическую активность, лимфотропные процедуры и, самое главное, пересмотреть свое отношение к себе, к миру вокруг. Потому что за свой 20-летний опыт врачом-психотерапевтом и остеопатом, 20 лет работы с расстройствами организма, в том числе и репродуктивных органов у женщин, я с уверенностью могу сказать, что очень часто миома матки имеет психосоматические причины и появляется у тревожных женщин. Женщин, которые имеют конфликты с окружающим миром и сама с собой. Что именно, как именно нужно делать, чтобы миома не росла, а даже уменьшалась, я рассказываю на вебинаре. Записаться на него вы можете по ссылке под этим видео. Это даст вам возможность избежать операции и сохранить орган внутри себя. Многие спрашивают, почему я делаю этот вебинар? Да просто потому, что знаю, что это работает. Потому что видел много раз, когда миома переставала расти или вообще уменьшалась. Видел слезы счастья, когда женщина уже ей за 40 лет, присылала видео с тестом, на котором 2 полоски. Хотя все врачи говорили ей, что она никогда не сможет родить. Предлагали операцию и садили на фемостон. Вот почему я делаю этот вебинар. Благодарю, что посмотрели до конца это видео. Подписывайтесь на канал, а я желаю вам счастья.